Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вартюа. Сегодня я хочу попробовать одну интересную сборку. Я думаю, ну, многие ее уже видели. Да и, в принципе, она была, скажем так, почти полгода мета, да и до сих пор остается. В общем, не буду ходить вокруг да около, я хочу попробовать звери плюс кунг-фу. Не знаю, насколько мне это получится, потому что рандом пока что воюет со мной очень дико. Я даже передать словами не могу, насколько дико. А хотя нет, могу, посмотрите, у меня сейчас король 3, и что-то там 296 или 290 рейтинга. Там. Короче, что-то типа того, в таких цифрах. Я его немножко слил, но я, знаете, на этот сезон решил так. Я буду работать ради контента, то есть играть ради контента, не буду там пытаться бороться за свой рейтинг и тому подобное, поэтому я решил для себя, что лучше я поиграю в контент, без разницы, буду я сливать рейтинг, не буду я сливать рейтинг, потому что с текущим, точнее не с текущим, а когда был патч нежити, я довольно-таки сильно слил себе рейтинг уже там. Знаете почему? Ну, я думаю, все и так прекрасно знают, что когда они убили шаманов, против нежити стало играть вообще нереально. Потом они, естественно, через несколько недель решили понерфить Муэрту, но это уже как бы другая история. Ну, в общем, я в тот промежуток времени себе очень сильно слил рейтинг. То есть с 2,5 до 3,5 я себе слил рейтинг, и после того я решил, что ну, как можно было бы попробовать выправить эти циферки, все дела, сделать себе там до 2, ну, до 3 можно было спокойно. Но я решил так. Этот сезон я откатаю чисто ради контента. Буду что-то пытаться снимать, что-то необычное, что-то обычное. Буду выкладывать обалденные каточки, там, где я потею и тому подобное. И вообще не запариваться, грубо говоря, там, по поводу этих циферок. Ну, я думаю, и так все это понятно. Неплохо, 2 луны и 2 иды со старта, но в самом деле, если рассудить так получше, то я бы лучше сыграл через лустрик. А скорее всего у меня и получится, так как моя удача желает оставлять лучшего в этом сезоне. Что-то мне в этом сезоне нереально не фартит. Я столько скринов, ну, сколько я скинул скринов в чат Телеграма, боже. Ну, например, сейчас чел уже гоблина себе в двойку нашел. Я не удивлюсь, что он найдет себе и луну в двоечку. Как-то, ну, как-то так. Так вот, у меня же есть канал Телеграм. Канал Телеграм. Боже, что я несу? Телеграм-канал у меня есть с чатом комьюнити, где мы там переписываем, всякие скрины кидаем и тому подобное, спрашиваем советы. Ну, просто общение у нас там. Я сколько там кидал скринов, где челы находят на 5-м, на 6-м раунде себе АЭМа, темпларок вытаскивают спант и тому подобное. То есть, сколько всего такого я скинул, и это жестко. Рандом в этом сезоне меня душит на 120%. То есть, знаете, обычно там контент-мейкерам и стримерам подкручивают, а у меня наоборот, у меня откручивают. Ну, чисто, знаете, такое, ну, налоговое. Это дико. Объективно, это дико. Я не знаю, с чем это у меня такое связано, почему у меня такое неудача, но, в принципе, ладно. И, кстати, что думаете, через какой промежуток времени будут нерфить АЭМа? Потому что АМ в этом патче это нереальное имбище, которое, ну, если кому-то ранее АМ падает, то все. Там реально сушить весла. Я думаю, все прекрасно это понимают, все прекрасно с этим сталкивались, и тут гадалки не ходи, но так оно и будет. Ну, короче, пишем в комментариях, через сколько нерфнут АМ. Я думаю, примерно месяца 2. Даю месяца 2. Может даже 3. Либо 2, либо 3 месяца. Короче, что-то одно из двух. Я, конечно, жестко удивлюсь, если они нерфанут АЭМа в ближайшее время, так сказать. Вот в ближайшее время. Потому что когда реально АЭМ сейчас появляется в катке, и появляется он довольно-таки рано, то играть почти невозможно становится. Почему я говорю, что почти невозможно? Потому что я как бы могу его законтрить. Я понимаю, как его законтрить. Я понимаю, что какое ему противодействие делать. Но, во-первых, он будет брать меня темпом, он будет меня брать винстриком. А чтобы его законтрить, мне нужно перестроиться там воинов и тому подобное. То есть в такие вот интересные билды мне нужно будет перестроиться. Так же самое, можно было бы и на багах-орках его законтрить, но это довольно-таки сложно. Потому что боги-орки через Джаггера, извините меня, тут нужны реально хорошие шмотки, которые и дамажут, и тебе должно идти, и тебе должен ранний, как бы, Джаггер прийти.
Ну тут, я думаю, так, все прекрасно это понимают, поэтому даже говорить здесь нечего. Поэтому я буду поменьше об этом рассуждать. Но в целом, сейчас, если появляется АМ, сразу появляются гритеры. И из-за этого вся сложность. Реально сложно контрить АМа, когда он под гритерами. А еще сложнее... Не, наверное, под гритерами самое сложное, но еще сложнее это, когда вот выкатывают против вас ведьмаков и троллей. Вот это еще сложнее. Когда выкатывают ведьмаков и троллей против вас, то там просто вот так вот будут щечки телепаться, как не знаю у кого. Ну, как у меня, например. Ну, ой. А еще так обидно, что рыцари не фанули дико. Я вот вспоминаю, когда я легионку выкатывал. Даже мне в комментариях писали, что ждут легионочку с очень много урона. Но в этом патче единственное, что можно ждать, это... Ну, не хочется это говорить. Ну, вот болтяру на 28. Это единственное, что можно ждать в этом патче. Потому что по-иному я не могу сказать, как... короче, разрабы очень жестко рыцари душанули. А как еще легионку можно будет раскрыть, я не совсем понимаю. Вот на самом деле можно было бы попробовать легионку через убийц сделать. Но будет ли это так импактово? Вот что вы думаете, напишите в комментариях. Потому что я думаю, что легионка под волшебниками через убийц это такое, знаете, 50-50. Идет хорошо, не идет, суши весла. Ну, в принципе, мне как бы тут и добавить больше нечего. Вот единственное, что вы думаете, как можно реализовать еще легионку вот на хайранге. Я вот даже сейчас задумался, и у меня в голову вообще ничего не приходит. Вот ей-богу, ничего не приходит. А, кстати, на магах в этом патче играть, это такая каторга. Я, я не знаю, насколько ты должен быть везунчик, насколько тебе должно хорошо идти, все, но только вот проблема в том, что когда появляется антимаг, он магов душит настолько сильно, что ты просто диву даешься. Вот реально антимаг магов душит. Ну, ваше воображение будет зашкаливать. Насколько жестко он душит мага. Он имеет стоковое сопротивление 40%. И ваши маги, они играют через ману. А антимаг любит ману. Короче, им... Не знаю, сейчас очень трудно играть на магах. Очень трудно. Я пытался 10 раз играть на магах. Мне и везло, и шло, и много раз не везло. Но один АМ... Вот, ей-богу, мне даже 9 магов... ну да, 9 магов под богами и драконами не помогало. Не помогало. Может быть, если бы там не Зевс был в двойку с Аганимом, тогда бы и помогло. Но, отвечаю, вообще ничего не помогало. Почему? А зачем много АМу надо? АМу много не надо. Что ему надо? А ему что надо? Шар бездны и все. Все маги откисают. Вот реально делают откисного. Я, кстати, возьму клевер, ну, я мог взять 40 маны, но я лучше возьму клевер. Клевер нереально бафает кунг-фу. Я бы сказал так, что клевер для кунг-фу это имбалансная шмотка, потому что именно с клевер увеличивает шанс ваншотов, шанс снижения хп и тому подобное и так далее. А ваншоты будут? Давай, Марси, я в тебя верю. Ну, ваншотик, ну. Ну, еще один. Ну, ваншотик. Ну, вот. Тролль, ну топоры кинь хотя бы ты свои. Молю. Расцелуй ноги, если кинешь топоры. 8 хп. 8 хп у этого чудила осталось. Серьезно? Ты не смог 8 хп добить, тролль? Я тебе из-за этого закономерно и продал. Иди гуляй. Иди ищи свои топоры. Как? Как ты нашел 6 рыцарей? Еще и бабку нашел. Знаете, почему я так удивляюсь? Элементарно просто, потому что когда я играю через 6 рыцарей, мне бабка не придет, люди нормально не придут. Ой, короче, в баню, это реально... Знаете, вот я пришел к выводу...
Ладно, окей, опустим этот момент. Лина мне... И кто тут вдруг только что не понял? Лина дала мне башер Марси на 3 секунды, хотя у нее шанс срабатывания 10%. Спасибо, понял, похавал. Так вот. Так вот. Я пришел к выводу, насколько бы вы скилловым не были, вот реально, насколько у вас скилл не был бы прокачан, рандом здесь решает сейчас львиную долю. Пришел ранее М, все, вы скилловик, правильно реализовали Эма, все. Реально, это будет ваша катка. Вот насколько бы вы профи не были в этой игре, я сейчас склоняю к тому, что рандом занял львиную часть этой игры. Нужные персонажи со старта пришли, нужно их реализовали, все. Вы бог этой игры. Но тоже, на самом деле, я тут часто говорю, и, наверное, немного несправедливо это говорю, по одной лишь причине. Во-первых, не повезло чуть-чуть. Буду уходить, если что, максимальный уровень. Мне нужен хотя бы 8, и там я начну ролиться. Там у меня будет шанс 15% на фиолетовую фигуру. Поэтому. С шансом 15% я рассчитываю, что мне МК хотя бы в двойку придет. Ну, хотя бы к раунду 25-му. Кстати, байт на комменты, ребята. Когда мне придет МК, напишите в комментариях. Вот напишите мне в комментариях, на каком раунде ко мне придет МК в двойку, не в единицу. Не, ну можете написать, когда пришел в единицу, а когда в двойку. Это будет, ну, прям... Бу. Поэтому байт на комменты, ребят, байт на комменты. Как мне написали в комментарии, я гуру... Не. Я гуру... Как там? Гуру по байту тупых комментов. Поэтому, ребят, так как я гуру по байту тупых комментов... Я даже нормально это Гуру по байтам... Гуру на байты тупых комментов. Во. Гуру на байты тупых комментов. Гуру на байты тупых комментов. Все, выговорил. Выговорил. Теперь я могу это посреди ночи проснуться и сказать эту фразу без единой запинки. Учитесь. Ну, ты серьезно? Ты серьезно? Чел в топ-2 собрал гритеров, собрал себе уже МК и собрал себе АМа на 14 раунде. Да чтоб ты крепко спал, высыпался и чувствовал себя превосходно. Туен НГЦ. Мало ли того, что он не один такой, там еще есть один чел, который нашел АМа. Как вы это делаете? Напишите мне церковь, где мне нужно поставить свечки, купить икону, чтобы мне тоже приходили вот так фигуры со старта. Вот. Мне бы хотелось. Потому что единственное, что мне приходит, это болтяра на 28. 15 раунд ко мне тренд пришел заявиться. Ого! Ого! Ну все, это камбэчная. Как знаете, на стриме мне говорили... Кстати, давненько я стримов не проводил. Что-то как-то я вообще забегался по жизни в целом, и как-то давненько я стримов не проводил. Поэтому, ребят, в скором времени следите за телеграм-каналом, потому что я напишу, когда будет стрим. В скором времени. На этой неделе по-любому будет стримчик. Один запущу. Будет лобби с подписчиками, либо же пойдем в ранговый. Ну, посмотрим там уже. Там уже мы посмотрим. Соберем лобби неудачников, как я. Но я, ребят, если что, я неудачник номер 1 по везению на выпадение фигуры. Поэтому мое место не занимать. Кто займет, осуждаю. Я буду тебя осуждать, ты понял, если ты займешь мое место неудачника. Или невезучих. Наверное, невезучих как-то лучше звучит, и неудачников, да? Ой, давайте проведем оценку моей ситуации по текущей игре. 51 монета, 34 хп, 9 лустрик, 8 банок. Ситуация... Я думаю, все по вам только что прочитали, какая ситуация. Усиление, которое я заслужил. Тускар в двойку. Ладно. Ох, чует моя пятая точка, что я пойду в Next и придется перезаписывать ролик.
маска берсерка упала мне. Спасибо. А еще какие-то фризы появились у игры. Вот честное слово, ребят, напишите мне в комментариях, у кого еще есть такая проблема. Вот мне реально это важно, потому что последним временем у меня игра начала подфризывать. Неизвестно по какой причине. У меня комп мощный. Я не думаю, что игре нужно 4090 RTX. В чем прикол, я не понимаю. Вот реально микрофризы какие-то есть. Напишите в комментах, кто еще сталкивался с такой проблемой. Ничего себе. Не, ну такое мне нравится. Мне такое по-любому нравится, поэтому сейчас я взял 8 уровень, поставил трентуху. Я думаю, смысла от трента в тройке уже не будет. По крайней мере, я так думаю, а вот как по факту будет, пока неизвестно. Вот то, о чем я говорил, смотрите, тут топ-1 челик сейчас имеет 6 винстрик. А все почему? Потому что у него есть Манки Кинг и у него есть АМ. А еще он собрал гритеров. Ну, ладно, у меня аж горло запершило, поэтому надо успокоиться, а то я сейчас закашляюсь по полной программе и придется вызывать скорую, давление мерять, все дела, а то я уже как-то стар для всего этого. Если что, шутка. Я молодой, горячий и перспективный. Запомните. Я как хорошее вино, с годами все лучше. Боже, ты не на сумонь хотя бы не на все лицо, я тебе молю. Это было тонко. Антимаг. Ну, у меня от антимага как-то проку даже нет, понимаете? У меня ни предметов на скорости атаки ему нету. Ну, кстати, у меня было 3 хп, а восстановил. Ого! Ничего себе. Я восстановил 44 хп с баночек. А чё это за щедрость? А в чем прикол? Интересненько происходит. В самом деле, мне от АМа проку вообще нету. От АМа мне в действительности нет никакого прока. От Тускара мне тоже никакого прока нет. Бог ты мой. Посмотрите, кого АМ бьет. Я глупец, который отдал кольцо в АМ. Знал бы, что придет ко мне этот рыцарь, я бы поменял его местами немного. Хотя на самом деле я знал, что он ко мне придет. Мне надо было реально поменять местами, потому что я этот момент не уследил. Сам дурак получает. О, Лич пришел, ничего себе. То есть... Ой, иди ты в баню, а, Лич? Нужен ли мне фура? На самом деле не нужен. Я, наверное, сейчас попытаюсь полностью сролиться, потому... Боже... Ой. Я думаю, все увидели этот дикий фейл только что. Боже, чтобы вы понимали, я немножечко словил, знаете, тильтуху, что мне рано не пришел МК, у моих противников уже есть и МК, и АММ. И только что я по своей глупейшей ошибке, его провтыкал. Кто молодец? Я молодец. Сейчас будет 20-й раунд. Я знаю, что сейчас мобы, я знаю, но я специально сейчас ролю. Мне надо специально паролить, потому что если я не паролюсь, я не успею заролиться на следующем раунде. У меня... ну да, я свое счастье пролюбил. Да, похоже, я свое счастье пролюбил. Но хотя бы у меня есть Марси в двойку. Хоть что-то доставит мне удовольствие в этой игре. Обидно. А Эма я продал. Он мне не нужен. Если честно, он мне реально не нужен. У меня есть 2 яйца. Неплохо. Может, мне ранее Марси пойдет в троечку? Хотя вряд ли. Я бы не успел заролиться после мобов по той лишь причине, что у меня есть пинг. У меня пинг 300 и 500. Я бы ролился бы миллион лет. По этой причине, ребят, не осуждайте меня сейчас, что я сейчас поролился. Так надо. Так задумано. Эти предметы мне не нужны. Зеркало мне тем более не надо. Вот, кстати, я сейчас... Что мне упадет?
Я возьму Радик. Радик имба. Радик имба. По-любому имба, ребят. Никогда не скипайте Радик, если вам падает, и вы хотите играть через кунг-фу. Ого. Ого. А что делать? А как поступить? Ну, я думаю, можно волшебников продать, либо же... Ну, я Трента, кстати, продам, да. Что-то как-то я даже задумался. Ну, я... А так даже, кстати, неплохо сейчас смотрится, да? В действительности сейчас неплохо смотрится. Единственное, что ситуация у меня максимально ужасная. Надо расстановку еще грамотную сделать. Ну что, надеемся и верим, что ко мне Марси придет на следующем раунде в тройку. Надеемся и верим. А я смотрю, Марси под зверьми хорошо себя чувствует. Мне только что это понравилось. Не, мне не понравилось то, что мне набили лицо. Но мне в целом понравилась вся ситуация. Давай, Марси. Марси, Марси, молю, Марси. Хо-хо-хо-хо-хо. Целых две. Обалдеть. Я, кстати, дурак. Знаете, почему я дурак? Я настолько сейчас Марси обрадовался, что не задумался, как грамотнее сделать. А я сейчас вам скажу, как надо было грамотнее сделать. Надо было одно яйцо оставить для Манки Кинга. Боже, что я натворил? Ребят, никогда не спешите. И на радостях никогда не принимайте поспешные действия. А то будет, как у меня сейчас. Боже, реально, какой я дурак. Мне пришло еще 2 Марси. Мало ли того, что у меня было 3 Марси, так еще и 2 пришло. Я мог потратить одно яйцо, апнуть ее в тройку. При этом у меня бы еще одно яйцо осталось, и я мог бы МК апнуть. Серьезно? Боже, я уволень какой-то. Я реально какой-то уволень. Но меня можно немножко понять, если честно. Знаете, почему можно... Неплохо. Знаете, почему можно немного понять? У меня нет МК. МК это зверь, если что. Я Тускара продаю, покупаю МК. Энчу я оставлю. Энча это все-таки как-никак хиллер. Хм. Ну, ты адекватный. Скажи мне честно. Я на 8 уровне МК не смог найти. Ну, ладно, я нашел. Ребят, да, опустим этот момент. Я нашел МК. Но я его пролюбил. Да, я его продал. Случайно, не специально. Я не ожидал, что он придет. Я настолько разочаровался немного, что тильтуху поймал, и из-за этого я его пропустил, скажем так, не по своей воле. Но чел на 7 уровне нашел его в двойку. Угу. Может, ты сейчас еще и АМС себе найдешь в двоечку, а? Ну вот, чтобы мне окончательно добить. Чел с ником Чай нашел себе фулл мехов на 16 монетами 9 уровень. А будет весело, я смотрю, будет весело. Будет очень весело. Катка будет добротной. В целом, если я найду сейчас МК, мне нужно будет взять 9 уровень. Мне по-любому нужен 9 уровень. Мне нужен МК, и мне нужен 9 уровень. Слушайте, а мне нравятся звери под Марси. Вы посмотрите, сколько оно урона накидывают. Мне это уже нравится. Это очень круто. Мэйдж прервал победную серию Гриттера? Что? А как так вышло? Гриттер выиграл Гриттера, но у того чела как-то винстрик был, все дела. Как это произошло? Интересно, интересно. Но у него ж керри там МК.
Это жестко. Ладно. Боже, как красиво Марси выглядит под зверями. Вот, ну, оцените, короче, ребята, оцените. Много урона. Понижает. Уже 2 эма мне пришло за 25 раундов. Ладно. Если бы я покупал, у меня бы уже было 2 эма. Угу. Я возьму цепочку. Знаете, почему я беру цепочку? Давайте так. Вы напишите мне в комментариях, зачем я беру цепочку. Вот именно почему я беру цепочку, а не какой-то другой предмет. И конкретно сейчас. Вы напишите в комментариях. Зачем мне цепочка? Байт на тупые комменты. Зачем мне цепочка конкретно? Почему я не взял дезолятор, а взял цепочку? Этот вопрос я задаю вам, и вы на него ответите. Объективно ситуация плохая. Можно было бы сказать по-другому, но ситуация плохая. Марси в тройку через яйца — это нормальная тема сделал. Просто, ну вот, не тильтуйте. Короче, ребят, если есть возможность, будьте спокойны, будьте холодны, не кипишуйте, потому что если вы увидите АЭМа в двойку, то тоже не кипишуйте, все в порядке, это нормально. АЭМ сейчас это мета, АЭМ это сломанный персонаж, как по мне, АЭМ это слишком... Короче, АЭМ это герой номер 1 для нерфа, поэтому ни в коем случае не кипишуйте. Расслабьтесь, спокойно примите, ждем нерфа, законтрить его можно. Это еще не настолько лютая имба. Шарбезный упал, кстати. Чай вылетел, у меня шарбезный упал. Нормально. Там как раз есть против кого шарбезно повязать немного. Как минимум есть АМ, который будет накидывать мне добротно своим высасыванием маны. Я, короче, сейчас возьму 9 сразу. Поставлю панду. Не повезло мне, конечно, немного на МК, ну ладно. На самом деле, если сейчас придет МК, ситуация у меня немного выровняется. Почему я говорю, что немного? Чтобы реализовать мне МК, мне нужен он двойку. В двойку, по-любому, и тут даже не обговаривается. Поэтому будет он у меня в двойку МК, будет все хорошо, и ситуация выровняется. А так, даже когда он ко мне придет, я, наверное, буду керить еще Марси. Как-никак она у меня в тройку, как-никак она будет под зверьми, как-никак у нее куча урона с руки, как-никак она много тычек дает. Ну вот у чела, посмотрите, какие предметы на Эме просто. Ну, это жестко. У него хорошие предметы на Эме. У него Мьёльнир, он в двойку, у него куча скорости атаки сейчас. Сам АМ у него 0.9 скорости атаки. Это много. Ну, короче, ладно, посмотрим. Кстати, молот грома упал. Неплохо. Молот грома это не ошибка, если что. Молот грома нужно будет взять. По-любому нужно будет взять. Просто пнуло в лицо МК. Хорош, Марси. Уважаю, Марси. Ух ты. Ого. И импрослайд пришла. Неплохо, неплохо. Молнии я закидываю Марсе, потому что каждая ее тычка, возможно, активирует молнию, а каждая активация молнии это АОЕ понижение ХП, возможно. Ух ты! Вот это да, вот это вот подгон. Вот это замечательно. Я все-таки Кливер дам Марсе. Как-никак Кливер увеличивает шанс срабатывания синергии кунг-фу. Поэтому я дам это Марсе. У меня есть Радик, у меня есть тычки с руки. Вон, видели? Ого. Ого. А чё так много? Неплохо. О. Как мне говорили на стриме, я собрал инчу в тройку. Им хана. Им хана.
В самом деле ситуация уже выровнялась. У меня есть фуловая кунг-фу, у меня есть 6 зверей. Нет, конечно, МК в двойку. Но если я хочу здесь победить, мне нужен МК в двойку по-любому. Кровь из носа мне нужен. А еще мне нужно несколько предметов. Это Мьёльнир 5 тира, это маска 5 тира, щит на отражение по-любому нужен, алое сердце. Обалдеть, мне предметов надо. А можно что-то поменьше? 4 предмета мне надо, прикиньте. Мне надо целых 4 предмета. Радик у меня есть. Мне нужен щит, маска. Ну, ладно, хотя бы щит, маска. Я уже молчу за то, что Мьёльнир. Ну, Мьёльнир мне тоже по-любому нужен. Сейчас объясню почему. Мьёльнир мне нужен по той лишь причине, что я буду играть через МК в конечном. Нет. Ноп. Идуш. Какой чудесный обезруш мне сработал на конечный итог. Ух. Вертолетик даже прилетел. Ладно. Там маг-дракон, но мага-дракона я не боюсь-то, я и думаю, и другие не боятся мага-дракона, потому что у них АЭМы. А, как мы знаем, АЭМы дадут ему по чердаку. Ну, короче, почему мне так нужен Мьёльнир? Мьёльнир это не только атакующая шмотка, от которой от каждой тычки, возможно, сработает молния. Вдруг кто не знает, спасибо моим подписчикам, что они пишут мне в комментариях таких тонкостей, которых я иногда не знаю. Мол, если вас бьют, и у вас Мьёльнир 5 тира, то у вас есть шанс, что сработает молния. И это жестко. Я об этом раньше не знал, пока мне не написали в комментариях. И в действительности, если у вас молния 5 тира на вас, на это, ну, короче, она... Есть шанс, что когда вас бьют, она тоже сработает. И это жестко. Я об этом не знал, пока мне не написали. Я как бы хочу Башара, но, если честно, не хочу. Есть еще доспех экзорцизма, который будет скидывать мне дебафы. Я, наверное, его возьму. Знаете почему? Потому что там есть обезоружь. А Башар мне не нужен. Башар мне не нужен, потому что... Сейчас расстановочку сделаю. Наверное, предметы скипну. Я клевер не хочу скипать. Вот, может так, может... Отражение мне и надо, и не надо, если честно. Но может рискнуть. Я попробую алое сердце найти. Ну, объективно я хочу кольцо. Да, я возьму это кольцо. Сейчас объясню почему. Смотрите. Это кольцо, оно мне даст гарантию против АЭМа. Когда я закирю себе МК, это кольцо... Ой, ой, как хорошо. Посмотрите, насколько жестко меня дефает шарбезно. Обалдеть. А ничего так Марси только что по ваншоту, алло. А что, так можно было? Ну, МК, ну МК. Все, замечательно. Какое же наслаждение. Так, маг вылетел, окей. Теперь керим МК. Мне маска 5 тира нужна как кровь из носа. Вот смотрите. Почему я взял кольцо 4 тира? Во-первых, оно агрит. И как я понял, оно агрит даже Гриттера. Если я правильно понял. Интересно. До этого на Гриттера не агрила, а сейчас, похоже, агрит. Это хорошо. Так вот, я взял это кольцо по двум причинам. Во-первых, это блок 120 урона. Я полностью нивелирую
пассивку Гриттера. Гриттер наносит 100 урона с синергии, а это кольцо полностью его нивелирует. Это первый момент. Второй момент это агр. Ну, естественно, снова 120 блока. Агр, потому что я буду агрить на себя всех челов. Я буду агрить на себя всех челов. И самое главное это АМа. АМ будут впиваться в МК, а не в какую-то Марси. И для меня это огромный плюс. Ну, кстати, Марси под зверьми реально какая-то, ну... Жесткий зверь этот Марси. Плюс вот эти вот 120 урона против АМа реально огромные цифры. Вдруг... Ну, короче, у АМа в двойку там что-то с руки около 200 урона. И АМ с руки бы наносил всего лишь 80 урона. Это слезы. Его вся мощь, это в его... Объективно предмет хрень. Battle Fury еще можно было бы взять. Но мне нужно алое сердце, и скорее всего я сейчас это алое сердце возьму и постараюсь с рандомного сундука. Либо же взять клинок тени. Не, я попробую. Попробовал срулить алое сердце. Спасибо. Похавал пару кучек. Да. Ну, ладно, что ж. Ну вот, смотрите, меня сейчас АМ впился в МК и вообще ничего не делает мне. Вообще ничего не делает мне. Как я обожаю это колечко. Все, пока. Минус один Гриттер. Минус один чел, который играет через АМа. Пока. Ни капли не жалею то, что ты вылетел. Главное, чтобы сейчас с 35-го раунда мне упало алое сердце. Когда упадет мне алое сердце, все будет отлично. Я бы сказал, все будет шедеврально. Доспех экзорцизма мне нужно будет скипнуть. В любом случае, кунг-фу уничтожает предметами. Поэтому я буду уничтожать именно предметами. А еще надо грамотную расстановку будет делать против того Гриттера, так как если он будет впиваться в моих людей, у которых мана, он будет очень больно мне по чердаку наносить. Ну, хорошо. Вот, знаете, бог отвел только что. Бог рандома только что отвел. У чела есть МКБ. Если бы я взял клинок тени, не прочекав этот момент, а я в тот момент это не чекал, у меня были бы проблемы. Я бы взял бесполезную шмотку, которая мне вообще не нужна. Я надеюсь, что мне сейчас упадет все-таки алое сердце. Давай, алое сердце. Молю. Ноги целовать буду, просто выпади. Да. Шикарно. Я напомню еще раз, вдруг кто забыл. Кунг-фу убивает предметы. И такие предметы, как Радик, Мьёльнир, алое сердце, супер мастхэвные предметы. Я не хочу рисковать бусами. Не будет буст, у меня не будет вообще отхила. Поэтому я, наверное, рискну так. Да, у меня там стоимость перековки 10, но надо рисковать. Иначе... Вот хорошо, что я... Ну, как бы, рискну. Сейчас, кстати, надо прочекать внимательно момент и делать грамотную расстановку. Почему я говорю, нужно прочекать момент и делать грамотную расстановку? Потому что против меня есть там АМ. Он будет мне больно бить. Реально будет больно бить. Будет болтяра просто по лбу чпокать хорошенечко. А, ну все понятно. Он ко мне присосался, теперь у меня даже, ну, я его даже не опасаюсь. Он мне ничего не наносит. Все, он присосался к моему МК и все, и умер сам. Помните, я говорил, что Мьёльнир это имба? Посмотрите, сколько МК нанес урона. Нормально, да? Адекватно. Напомню, что если будут вас бить, есть шанс, что сработает Мьёльнир. Есть огромный шанс, что сработает Мьёльнир. Поэтому Мьёльнир это must have. А еще, кстати, у меня же шмотка второго тира на отражение. Поэтому что? Правильно.
Мотка на отражение тоже имеет шанс, что сработает синергия. О, кстати, он МК переставил. Ой, МК. Эма переставил. Сейчас я тоже с ним рокировочку сделаю. Ну что, дорогой, давай, давай, давай. Кто кого переиграет? Хе. Надеюсь, не ты меня переиграешь. Не понял. А как так вы... Ну не. Один... Как? Что это было только что? Каким образом он меня чуть не вынес? Объясните мне кто-то. Как это произошло? Как он мне так уничтожил МК? У него нету столько урона. Каким образом ты мне вынес так сильно МК? Чудовище ты, полоумное. А если бы у меня не было пинга 300, я бы успел МК только что переставить. Вот видели этот момент тонкий? Если бы не пинг 300, я бы успел переставить. Ну, походу и конечное, да. Или нет? Или нет? Блин, у него 51 хп. Это игра сейчас в рулетку. Я бы хотел, наверное, клевер забрать в МК. Мало ли. А может... Да не, ну его в баню. Я лучше возьму вот этот предметное отражение чисто... Ну, просто возьму предметное отражение. Так вот, в предыдущем раунде, если бы у меня не было пинга 300, я бы успел переставить МК четко, и АМ бил бы моего МК, а не Марси. Но чел, как видите... Хе. Я не понимаю, что меня так жестко дамажит. Ребят, у меня реально сейчас такое, ну... У меня жесткие непонятки. Каким образом он так жестко меня дамажил? Откуда урон? И почему я сейчас его выиграл? Он меня в предыдущем раунде вынес, а в этом я его вынес. Вот это я сформировал... Вот это я сформулировал свою фразу, да? Мысль сформирована четко и без единой задоринки. Попрошу. Как по мне, доспех экзорцизма сейчас намного хуже работает, нежели в предыдущем патче. Но это чисто как по мне. Что думаете? Напишите в комментариях. Что вы думаете по поводу этого предмета? Доспех экзорцизма. Как по мне, сейчас, ну, он такой. Я возьму еще одно колечко. Или... Ну, кстати... Я попробую рольнуть, мне нужна маска. Маска. Шикарно. Я теперь даже не опасаюсь, что он будет бить мою Марси. 120 блока это много. Так, мне теперь надо улучшить сейчас лондруидом. Как по заказу. А можно теперь мне сейчас придет пивная панда? А то МК это как-то много просить. Так, сейчас. Рокировочку. Чпуньк. Он думает, что если он на Эма назад поставит... А, наверное... Я обожаю играть на кунг-фу. Обожаю играть на кунг-фу. Правда, у этой кунг-фу есть несколько но. Эта игра в рулетку. Сработает пассивка синергии кунг-фу или не сработает пассивка синергии кунг-фу. В самом деле, в этом патче, когда кунг-фу, срабатывание синергии кунг-фу работает от урона с руки, а не только там стабильно какой-то процент имеет, то я хочу... Ах ты ж...
Ладно. Да. Так, в комментариях жду поздравления, что я в этом сезоне уже взял Ферзя, наверное, раз 25 или 30. Бог ты мой. Посмотрите мою статистику, посмотрите его АЭМа. Мою статистику и моего АЭМа. У меня нет слов. Объективно у меня нет слов. Это красивая катка. Очень красивая катка. Ну, мне больше здесь нечего добавить, кроме того, что я говорил вам. Скажите, кому мне молиться, чтобы рандом меня пощадил наконец-то, и мне выпадало так, как выпадает им? Что мне нужно сделать? Вот что? Ах. Ладно, ребят. Если вам есть что добавить, и, соответственно, если ролик вам понравился, тыкаем лайк, тыкаем комментарий обязательно, а также подписываемся на мои каналы. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!